Мы на канале Frosty Summer. Мы с вами в городе Лепая. Это город, где рождается ветер. Лепа – это прекрасный морской город на берегу Балтийского моря. Скрывает в себе уникальную смесь культурного наследия, красивых пляжей и захватывающих мест. Мы погрузимся в местную атмосферу и покажем вам интересные места. Сейчас эта набережная Лепы выглядит немного пустынной, но в начале 20 века открылось трансатлантическое направление русско-американской линии, и корабли путешествовали с Либовой, заходили в Роттердам, потом приходили в Нью-Йорк. Переход длился около 10-11 дней, и пассажиропоток достигал 60 тысяч человек в год. Сейчас на променаде стоят рыболовные суда, военные корабли и находится прогулочная зона, где можно пройти в свободное время. Там же есть песочные часы из 1000 янтариков и оригинальный концертный зал «Янтарь», который бесподобно переливается в лучах солнца. Гуляя по променаду, увидели много красивых исторических зданий. Ну а доехав до известного рыбного ресторана, нас заинтересовал Smash Room. Как оказалось, это аттракцион, на котором можно разбить старые телевизоры, тарелки, либо все, что вы пожелаете. Район променада даже днем очень живое, место, где проходят разные культурные мероприятия, концерты, либо просто выставки какие-то. Там реально прикольно прогуляться, насладиться атмосферой города. Днем это место кажется немноголюдным, но это обманчивое ощущение, потому что ночью там кипит жизнь, и все играет совсем другими красками. И мы с удовольствием сходили в несколько таких мест, которые нам подсказали липайчане. Еще нам очень понравились различные муралы на зданиях, которые создают неповторимую атмосферу города. Это яркое здание является домом Петра I и одним из старейших деревянных построек в городе. Оно имеет большое историческое значение, как место, где в 1697 году царь Петр I вместе с своими спутниками посетил Лепую во время своей поездки в Европу. Сейчас здесь находится Лепойский музей интерьера 17-19 веков. Свое нынешнее название площадь Рос получила в 1911 году, когда на этом месте разбили открытый сад с 500 кустами роз и уже больше 100 лет радует горожан своей красотой. В самом центре площади находится громадная клумба с табличками городов-побратимов и направлением, в котором они находятся. Напротив Лепойского кинотеатра можно найти прекрасное граффити, которое посвящено известному оператору Эдуарду Тиссе. Собор Святой Троицы в Лепое славится своим органом, который считается одним из самых больших в Европе. Этот орган впечатляет не только своим размером, но и потрясающим звучанием, которое нам посчастливилось услышать. Также в соборе есть смотровая площадка, на которой можно забраться наверх и посмотреть панораму Лепые. Приморский парк – один из самых больших посаженных человеком парков Латвии. Там есть латвийская аллея славы и дерево призраков высотой 6 метров, посвященное легендарной латышской рок-группе Лейви. Парк был разбит в конце 19 века, чтобы украсить территорию города и защитить его от наступления песка. Сейчас это не менее прекрасное место, где есть скейт-парк, большая детская площадка, и можно отлично провести время. Ну и куда же без северных фортов? Это исторические оборонительные сооружения конца 19 века были созданы, чтобы стоять на страже порта и защищать незамерзающее побережье Лепойского региона. Сегодня северные форты – это не только историческое наследие, но и популярный объект для туристов и исследователей, где можно забраться в полуразрушенные форты, либо заглянуть в лабиринты подземные. К сожалению, море все больше и больше забирает форты, и у вас есть шанс успеть их посмотреть вживую.
Находимся возле жемчужины района Каруста, собора Святого Николая Чудотворца. На открытии этого собора присутствовал сам Николай II. Этот район очень колоритный. Раньше это был военный городок. И в какое-то время он был запущенный, но сейчас хорошо то, что его реновируют и приводят в чувство. С момента постройки в Российской империи он, по сути, был город в городе для военных. Там было все необходимое для автономной жизни военных. Больницы, школы, казармы, но, к сожалению, до наших дней сохранилось очень мало построек. Приятно видеть, что реставрируются какие-то разные места, открываются рестораны для привлечения людей. Как в этом месте можно покушать барбекю и потом пойти на пляж. На пляже в Карусте можно позаниматься различными водными видами спорта, в контейнере взять на прокат различную экипировку, ну а если вас много, то даже покататься на банане. Это мост Оскара Калпака. Он открылся еще в начале 20 века и считается одним из самых старых металлических мостов в Латвии. Этот мост, как по легенде гласит, спроектировал Густав Эйфель. При въезде на мост видно расписание разведения моста. Петровский рынок является самым большим рынком в Лепое и вторым крупнейшим рынком в Латвии. Торговля ведется как внутри павильона, так и на прилегающей к нему территории. Путешествуя, я никогда не упускаю возможности зайти на рынки, потому что они, как никто другой, отлично характеризуют город, в котором они находятся. А до этого старейший рынок Либовы находился возле лютеранской церкви Святой Анны. На рыночной площади перед церковью проводились казни и другие публичные наказания. Последний смертный приговор здесь был приведен в исполнение в 1792 году. Бернаты – небольшой населенный пункт, известный своими песчаными пляжами, чистым воздухом и живописными морскими видами. Является очень популярным местом для круглогодичного отдыха и релаксации, привлекающее множество туристов. Обладает уникальным характером и атмосферой, позволяющими насладиться спокойствием прибрежной жизни Лепое. Там можно не только релаксировать и медитировать, но поиграть в активные виды спорта, такие как футбол, волейбол. С баскетболом немного посложнее будет, но при большом желании тоже можешь что-то придумать. Там же в Бернатах находится природный парк, в котором очень много различных скульптур. Из дерева, либо из камня, они очень красивые, там несколько маршрутов, на которых они расположены. Есть даже парные интересные композиции, вырезанные из камня. В этом же парке находится смотровая площадка, с которой открывается отличный вид на окрестности, на который обязательно стоит забраться. Ну и при наличии времени и желания советуем посетить это место. После продолжительных прогулок по Бернатам и природному парку вы наверняка проголодаетесь. И отличным местом, где можно утолить голод, является ресторан Вербельнеки. Здесь очень большая территория, громадная детская площадка с аттракционами. Для желающих остаться можно
найти место для кемпера или снять домики. Ну и вишенкой на тортике будет домашний зоопарк с кроликами и мини-пигами. Надо брать во внимание, что сюда едут не только туристы, а также и местные жители, которые очень полюбили это место. И, возможно, придется стоять сначала в очереди, чтобы сделать заказ, а потом еще ждать, пока ваш заказ будет готов. От уютных кафе до впечатляющей архитектуры Лепая подарит вам незабываемые моменты, окутанные атмосферой творчества и приключений. Надеемся, что это видео станет вашим вдохновением для приятных приключений в этом удивительном городе. Оставайтесь на нашем канале и до скорых встреч!